После сокрушительного успеха второго Текена намка даже и не думала останавливаться. 2 года спустя выходит третья часть, которая впоследствии станет мега популярной по всему миру, в том числе и на территории бывшего СССР. Но про нее уже было много всего сказано, поэтому на сегодня все. Это была передача Tekken Time, целью которой стоит развить и привлечь больше игроков в русскоязычное сообщество Текена. В следующий раз мы посмотрим на Текен для второй Соньки. Будет много всего интересного. Как бы много не травили байк про всякие файтинги, травить можно было долго использовать. Но как делать 6 захватов за Кинга, почему-то никто не говорил. Все только делали. У каждого, кто играл в тройку, были свои рассказы и истории. По мифичности игра не дотягивала до третьего Мортала, со всеми его кодами и секретками. Но пацаны на районе всегда могли восстановить баланс силы. На рубеже тысячелетий у нас все еще играли 8-16-битные приставки Sega, Dendy. Примерно в то же время у нас в городе я обнаружил игровые клубы, где уже вовсю гоняли на Соньках. 6 рублей за полчаса. Как сейчас помню. Однако на этом воспоминания заканчиваются, а все, что после, тьма кромешная. А за 3 года до этого в Японии уже продавали новый свежий Tekken. Несмотря на территориальную близость с островами самураев, у нас ничего японского поначалу и не было. Технику завозили долго и медленно, она была дорогой и непозволительной. Но вернемся к нашим железным кулакам. После второго турнира проходит 15 лет. Стоп, 15? Вот это я понимаю, регулярные соревнования. А следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2033. К этому времени часть претендентов уже должна быть мертвой, чисто с физиологической точки зрения. Хихачу уже не молодой, Ванг тем более. Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни в Японии 80 лет, Хачу уже 73, и благодаря зарядке по утрам он все еще в состоянии биться в новом турнире. Вангу во второй части уже за 80, и, видимо, дед помер. Главной сюжетной интригой становится судьба Джун Казамы и ее сына. Пока Казуя плавится в вулкане, как последний киногерой, демон пришел по душу жены. В отчаянной борьбе злые силы терпят поражение, а Джун гребет до Якусимы. Якусима — это остров. Старший Мишима возвращает себе власть над Зайбацу. Вместе с этим он ставит себе новую цель в виде установления мира во всем мире, пока здоровье позволяет. Для этого он создает спецотряд элитных убийц Tekken Force, которые, как уже ясно, будут приносить мир и порядок. Действия Хихачи приносят свои плоды. Мир установился. Как-то раз один из отрядов Tekken Force пропал во время разведки древних сооружений, где-то в Центральной Америке. Глава Зайбацу лично прибывает на указанное место и обнаруживает, что здесь скрыта невероятная сила, которую ему, Хачу, нужно немедленно себе присвоить. Время шло, по всему миру стали пропадать мастера боевых искусств, не оставив записок, куда же все они пошли. Тем временем в Японии Джун рассказывает сюжет второго Текена, отчего глаза у Джина горят огнем. На крайняк она советует сходить к деду, если с ней вдруг что приключится. Позже этим же вечером на хату налетает бог всех единоборств, вызывая Джун на бой. Сына против и идет мамку спасать. Злой Огра дает пинка мальцу, и тот идет баньки. На следующее утро враги сожгли родную хату, а мать сперли. Джин, понятное дело, идет к Хихачу, разбираться, в чем суть до дела. Внук просит деда научить его делать ФГФ, чтобы отомстить за смерть матери. Дед узнает о телодвижениях могущественного бога и 4 года спустя решает объявить о начале нового турнира Железного Кулака. Таким образом, Хач надеется приманить Этимогру и забрать его великую силу. Это и есть завязка игры. Однако, несмотря на все тщетные попытки, ни дед, ни внук так и не смогли победить Огру. На удивление публики, чемпионом турнира Железного Кулака стал мастер Дедфиста. Погодите, Пол? Вот таки да.
Победив Шрека, Пол уходит с ринга полным гордости и радости. Но ведь битва еще не окончена. Огра мутировал в истинного Огру, и турнир продолжился. То есть Феникс забыл доиграть еще один бой. И как теперь быть-то? Да никак. Младший Казама пришел и добил злобного Огру, тем самым отомстив за смерть матери. Но смерть ли? Во вступительном ролике к игре Огр держит отрубленную голову с длинными волосами. Никем иным, кроме как Джунана, оказаться не может. Однако самурай из Намка данный факт не отрицают и не опровергают. Дед оказался подлой тварью и предал внука, застрелив его. Вот это поворот! В обоих концовках двух персонажей видно, как Хач пытается избавиться от внучка. В конце последнего он отдает приказ расстрелять, но Джин превращается в демона и улетает на Луну. В своей концовке дед спасает внука и везет его на вертолете. Неужто в вулкан? Как бы то ни было, во время полета на лице у Джина выступает демоническая оспа. Недолго думая, Хейхачи выбрасывает его с вертолета. Что стало с Джином, не ясно. Скорее всего, он превратился в демона и тем самым выжил. Мораль истории отсутствует. На протяжении всей серии игр цикла Tekken можно проследить динамическое развитие психологических портретов персонажей. Говоря короче, все они конченые психопаты и шизофреники. Стадии прогрессии разнятся, но в том или ином случае найти адекватных личностей порой крайне трудно. Файтинги вообще не то место, где следует искать глубокий сюжет и вдумчивых персонажей. Все по-простому. Люди дерутся, потому что хотят стать сильнее. Ну а большего-то и не нужно. Подумайте сами, один факт постоянного участия в турнирах из-за банальной мести заставляет задуматься в целесообразности наличия данных персонажей в игре. Но японцы все это дело обыгрывают на манер. До этого ничего не было. И как-то проезжают мимо крокодилами. Да и не только они, в файтингах это один из любимых приемов по вводу и выводу бойцов из игры. Кстати говоря, о новых персонажах. В тройке очень много молодых, а из второй части народу всего ничего. Ни много ни мало, почти 20-ник прошел, логично, что некоторые бы уже отложили дела минувших дней. Казуя, как мы помним, лежит на дне вулкана, его заменяет сын в турнире. Ли после предательства выгнали из Мишимы Зайбацу, поэтому его и в игре нет. Кинга укокошил Огра, на замену ему уходит второй Кинг, и будучи учеником Кинга первого, сражается за честь учителя. Армор Кинг пропускает турнир, а годы спустя переезжает в тюрьму. Мишима Зайбацу похищает Мишель, и ее дочка Джулия идет спасать мать. Зачем хочу понадобилась Покахонтас? Поговорим об этом в отдельном ролике. Бэкдо-сан также пропускает третий кулак, за место него он отправляет ученика Хуваранга. Так же как и Лоа посылает вместо себя сына. А вот Пиджака напротив с игры выкинули. Вместе с Ганрю, Кунимицу, Вангом, Роджером, Алексом, Дэвилом, Ангелом. Это, половина ростера. Из новобранцев у нас киборг Борис Яров, танцор Эдуард Гордеев, китайская школьница Лин Сяою, не путать с Лин Сяуном, Шрек в двух формах, Панда, деревянный человек Макуджин, он же рандомный перс, и два эксклюзивных персонажа для консольной версии, это Дракоша Гон и советский ученый. Создатели стали дальше продвигать идею перемещения в трех измерениях, теперь уже в полной мере. Как продвигать? Смотреть, изучать и перенимать. Стоит повториться, что Tekken делали люди из Сеги. Все файтинги придумали в одном месте. Никакого воровства и творческого заимствования тут нет. Если дизайнер один, то как он сам у себя воровать-то может? В остальном геймплей крайне удобен и понятен. При высоком качестве картинки игра умудряется загружаться за секунды и не провисать в критических игровых ситуациях. Как ни крути, а все эти попытки воссоздать человекоподобных существ здесь, да и вообще на первых 3D приставках, выглядят крайне забавно. Сейчас все крупные игры делаются одинаково, все модельки выглядят как на подбор. Мир стремится к несбыточному идеалу, под который все будут равняться. Но не тогда, когда все только-только учились делать четко, правильно и с характером. По традиции в консольной версии присутствуют новые игровые режимы, такие как Tekken Force, Tekken Ball и Кинотеатр. Tekken Force изначально название спецотряда, который основал Хейхачи. Спустя годы он разрастется в персональную армию Мишимы. Геймплейно это Streets of Rage в 3D. Честно признаться, не самый удобный формат, особенно для файтинга. То, что будет дальше пробовать Намко в этом направлении, не особо отличается от того, что можно было видеть в третьем Теккене. Конечно, если взять тот же Urban Legend, который вышел отличным 3D битэмапом, и сравнить с Tekken Force, небо и земля.
В данном режиме истории 4 этапа, в конце которого по одному главарю. Проходим 4 раза Tekken Force и в темной темнице сражаемся с безумным советским ученым. Tekken Ball. Играем, не поверишь, в волейбол. Вдариваем какую-нибудь сильную атаку по мячу и целимся в оппонента. Правила банальные и простые, после первой партии все становится ясно как день. В целом довольно занятное времяпрепровождение, когда уже надоедает лупить друзей в версусе, почему бы и мячик не попинать. Как и всегда, музыкальное сопровождение не подкачало. Ритмичные мотивы проскакивают то тут, то там, добавляя напряжение к духу битвы. Электроника на месте, вместе с кричащими гитарами и жирнющим басом. Из всех треков персонажей, которые приходят на ум, все вспоминают тему Джина со своим незамысловатым мотивом, заставляет играть без передыху. Всего 5 нот, а сколько веселья! Из всех выпущенных саундтреков на дисках по третьей части, мне больше всего импонирует сборник под названием Battle Tracks, где обычные темы персонажей замиксованы в новом, неторопливом звучании. Да, ну и какой же Tekken без секретов и фишечек? Помимо Басконовича из Tekken Force есть всеми любимый дракончик Гон, который пердит. Так же как и Доктор, он управляется дико и абсолютно непредсказуемо, но с каждым разом забавно и с юмором. По третьей паре штанов в этот раз дали Ло, Жеки, Аньки, Эдику, Сяо и Джину. Для открытия последних нужно по 50 раз пройти аркаду за каждого, ну что не особо сложно. А у нашего танцора на замену приходит другой персонаж, Тайгер. Не путать с Кингом. Парень пришел к нам прямо с танцпола Dance Revolution. Изначально Намко хотели сделать этого персонажа главным КПРовцем, но в итоге передумали. Учитывая возраст игры, третий кулак может дать фору многим современным 3D-файтингам. Геймплей не прогнулся ни на сотый, это отличные драчки, как ни посмотри. Оригинальная трилогия дала жару, а у Намко началось головокружение от успехов. В спину уже яростно дышала вторая Сонька, и японцам предстояло много работы. На этом мы завершаем эпоху первой PlayStation в нашем цикле передач Tekken Time. В следующий раз мы посмотрим мультфильм по мотивам двух первых частей Железного Кулака. Держите ухо востро и до новых встреч!